Здравствуйте, уважаемые зрители, коллеги, подписчики и все, кому не безразлично реальное правосудие в Украине. С вами юрист с высшим образованием Валерий Табаков. Я профессионально и системно освещаю ход судебного процесса по делу об убийстве Ирины Дмитриевны Фарион. Я анализирую материалы дела, экспертизы, показания, процессуальные нарушения строго в рамках закона и доказательной базы. Сегодня у нас 13 мая 2026 года. Кто следит за этим делом и за информационной поддержкой, тот, я думаю, в курсе, кто такой Игорь Швец. Игорь Швец – это бывший оперативник, который также ведет регулярные стримы по этому делу о убийстве Ирины Фарион, и который громко заявляет о том, что он якобы защищает Вячеслава Зинченко. Однако, как мне удалось установить, совсем недавно это произошло, в одном из моих видео я это осветил, то, что Швец защищает Зинченко, вот это его утверждение оказалось ложью. Как это удалось выявить? Когда Зинченко публично заявил о том, что генералы полиции Небитов и Остроух угрожали ему, Вячеславу Зинченко, и требовали взять на себя убийство Ирины Фарион, то я подробно осветил эти заявления Зинченко в своем видео. А Швец после этого, вместо того, чтобы защищать Зинченко и осудить действия генералов полиции, начал активно защищать именно этих генералов Небитова и Остроуха. Тем самым он четко показал, кем на самом деле он является и чьи интересы он действительно защищает. А теперь о самом Швеце и о том, как он объявляет себя профессионалом, о его так называемом профессионализме в раскрытии убийств. После моего очередного видео по делу, где я изложил свою новую версию того, как было совершено и кем убийство Фарион, Швец обрушился очередной раз с грубой и оскорбительной критикой в мой адрес по поводу вот этой версии, которую я выдвинул на основе тщательного анализа судебно-медицинской экспертизы. Согласно этому анализу, выстрел в Ирину Дмитриевну Фарион был произведен с высоты приблизительно 2-4 этажа. Швец в своем стриме попытался оспорить выдвинутую мной вот эту версию, однако, как и следовало ожидать, как это обычно бывает, он не привел ни единого контраргумента, ни данных баллистической экспертизы, ни выводов судебно-медицинских экспертов, ни расчетов траектории пули, ни материалов дела. Только поток личных оскорблений и голословных заявлений. Я сейчас приведу некоторые наиболее значимые утверждения Швеца, которые он себе позволил. Первое – это его утверждение о себе как о профессионале, который раскрывает убийство. Швец заявляет: «Я оперативник, який розкривав злочини. Я знаю, як це робити. 99% злочинів розкривають оперативники карного розшуку або оперативники кримінальної міліції. Для того, щоб розкрити вбивство, не треба мати знання юриспруденції,
треба знайти вбивцю. Вот так вот заявляет Игорь Швец. Друзья, это грубая и циничная ложь, которая вводит аудиторию, следящую за делом об убийстве Фарион, в заблуждение. Согласно закону Украины об оперативно-розыскной деятельности и Уголовному процессуальному кодексу Украины, оперативник не раскрывает преступление в юридическом смысле. Его задача не раскрытие преступлений, как об этом утверждает Швец, а проведение оперативно-розыскных мероприятий, сбор первичной информации, работа с агентурой, отработка версий. Раскрытие же и расследование преступления непосредственно – это исключительная процессуальная деятельность следователя под руководством прокурора, а не оперативника. Именно следователь квалифицирует деяния, проводит следственные действия, допросы, обыски, экспертизы, собирает доказательственную базу, которая имеет силу в суде. Утверждение же Швеца о 99% это искажение реальности. Раскрытие тяжких преступлений всегда является результатом комплексной работы оперативников, следователей, криминалистов, экспертов и прокуратуры. Поэтому заявление Швеца, что 99% оперативников раскрывают 100% преступлений, это наглая и циничная ложь. Это попытка ввести вас в заблуждение с целью повысить свой статус в ваших глазах. Теперь о моем статусе и квалификации. Швец утверждает: бомж, безхатько, Валерій Табаков купив диплом юриста в підземному переході. По спеціальності він інженер-гідролог, не є юристом від слова «зовсім». Друзья, смею вас уверить, у меня есть высшее юридическое образование. По уровню своей квалификации я имею полное право занимать должности следователя, криминалиста и прокурора. В отличие от Швеца, у меня системные, фундаментальные знания уголовного процесса, криминалистики, судебной медицины, баллистики и доказательственного права. Переход на грубые личные оскорбления вместо дискуссии по существу, что демонстрирует Швец, это признак слабости его позиции. Ну, то есть обиженный такой старичок в маленькой хатке в селе Сокиряны Черновицкой области, конечно же, завидует юристу с высшим образованием Валерию Табакову, кандидату технических наук, доктору философии, магистру административного менеджмента. Теперь о той версии, которую я выдвинул в недавнем своем видео. Версии выстрела со 2-4 этажа. Швец категорически заявляє: Ірину Дмитрівну Фаріон не вбивали з 2-4 поверху. Цей варіант не знайшов ніякого виправдання. Балістика би зразу виявила, що постріл був зверху. Охоронці не тікають, стріляти з вікна квартири ніякий киллер не хотів би. Все эти доводы Швеца, друзья, лишь предположения и оперативный фольклор. Ну, то есть, попросту
сказки дедуся Панаса, не подкрепленные ни одним документом. Вот такая ерунда, малята, как говорил дед Панас. Моя версия основана именно на данных судебно-медицинской экспертизы о характере ранения и возможной траектории. Швец же не приводит никаких экспертных заключений, игнорируя главный источник – материалы дела. Чем он руководствуется? Своей чуйкой, которая расположена, наверное, чуть-чуть пониже спины. Может быть, чем-то другим, но, во всяком случае, сказки он рассказывать гораст. Теперь о самом факте убийства швец заходит еще дальше и заявляет: в Ірину Дмитрівну Фаріон ніхто не стріляв. Вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон не було, від слова зовсім, і Зінченко до нього не причетний. Он еще недавно заявлял, что кто-то видел Фаріон в Нидерландах. Так вот, друзья, это уже откровенный абсурд, который отрицает официально установленный факт убийства, наличие тела, причину смерти и возбужденное уголовное производство. Такие заявления Игоря Швеца не имеют ничего общего с профессиональным анализом. Что в итоге? Игорь Швец, конечно же, может иметь определенный практический опыт оперативной работы на земле. Это нормально. Однако превращать этот опыт в якобы всеобъемлющий профессионализм, грубо оскорблять людей с высшим юридическим образованием и выдавать свои голословные мнения за истину в публичном пространстве недопустимо. Настоящий профессионализм – это не громкие заявления «я раскрывал», не самореклама и не оскорбление, а умение работать с фактами, экспертизами, документами и нормами закона. Дорогие друзья, Швец снова и снова пытается ввести в заблуждение аудиторию, которая выступает за реальное правосудие в Украине. Он использует эмоциональную подачу, оскорбление и ложное позиционирование себя как профессионала для того, чтобы манипулировать общественным мнением. Не поддавайтесь на такие приемы. Требуйте фактов, экспертиз и соблюдения закона. Только так мы сможем добиться настоящей справедливости по делу Фаріон. С уважением ко всем вам, юрист с высшим юридическим образованием Валерий Табаков. До новых встреч!